Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Нечто тихо значимое только что произошло. Не громко, не драматично, но достаточно сильно, чтобы поклонники по всему миру ощутили это почти мгновенно. Сначала это не выглядело как большая новость. Не было внезапных объявлений, не было броских заголовков, лишь несколько простых форм признания, которые оказались куда весомее, чем можно было ожидать. Однако реакция последовала сразу. Потому что когда два совершенно разных бренда одновременно останавливаются, чтобы выразить признательность одному имени, такой момент заслуживает более глубокого осмысления. Прежде чем идти дальше, давайте на мгновение остановимся и замедлимся. То, что произошло затем, не имеет отношения к чартам, трофеям или продвижению. Речь идет о признании. Незадолго до этого крупный корейский кофейный бренд был официально признан франшизой номер 1 в стране по уровню удовлетворенности клиентов. Этот результат не был следствием маркетинговых заявлений или голосования за популярность. Оценка основывалась на структурированном исследовании потребителей, проведенном Национальным агентством по защите прав потребителей. Качество сервиса, доступность, ценность и стабильность по всем категориям стали основными критериями. Бренд занял первое место, и спокойно, без лишнего шума, за этим успехом стоял Ким Тэ-хон. Не как громкий представитель с заявлениями и не как лицо шумной компании, а как присутствие, которое формировало общественное восприятие задолго до того, как были опубликованы цифры. Поклонники быстро уловили одну важную вещь. Речь шла не о видимости, речь шла о доверии. И пока люди все еще осмысливали эту новость, появилось другое сообщение, на этот раз от всемирно известного дома высокой моды. Его тон был иным, не корпоративным и не рекламным, а по-настоящему уважительным. Бренд поздравил Тэ-хона с его живой выставкой в Сеуле, отмечая его способность выходить за рамки заданных форм и жанров. Они подчеркнули креативность, оригинальность и художественную глубину. Иными словами, они не праздновали знаменитость, они признавали художника. Это различие имеет значение. Потому что эти два момента пришли из совершенно разных миров. Один укоренен в повседневном потребительском опыте, другой существует в сфере элитного творческого выражения. Но оба пришли к одному и тому же выводу. Влияние Тэ-хона не нуждается в громких заявлениях. Оно действует тихо, последовательно и оставляет измеримые результаты. Поклонники отреагировали не удивлением, а узнаваемостью. Многие уже давно чувствовали, как формируется этот паттерн. Каждый раз, когда Тэ-хон сотрудничает с брендом, реакция развивается по одному сценарию. Внимание усиливается, восприятие смещается, и в итоге результаты говорят сами за себя. Без скандалов, без навязанных нарративов, только гармония. И именно это делает этот момент особенным. Речь не о сенсации, речь о надежности. Для делового мира надежность означает доверие, для творческой индустрии – уважение, а для поклонников это подтверждение того, что они чувствовали уже давно. Влияние Тэ-хона не громкое, но долговечное. Каждый его шаг кажется осознанным, выверенным и почти сдержанным, но когда смотришь на все в целом, становится ясно, насколько обширно это влияние. От повседневной кофейной рутины по всей Корее до кураторских арт-пространств Сеула его присутствие соединяет миры, которые редко соприкасаются. И это соединение кажется естественным. Именно поэтому люди не проходят мимо этой новости. Они останавливаются, потому что такие моменты не случаются случайно. Они возникают, когда влияние выстраивается медленно и признается в нужный момент. Пока поклонники продолжают размышлять о произошедшем, одно становится все очевиднее. Это не вершина, это подтверждение, напоминание о том, что подлинное влияние не требует внимания, оно заслуживает признания. И то, что мы наблюдаем сейчас, возможно, лишь начало того, как это влияние будет продолжать расти. Еще более сильным этот момент делает то, чего не произошло. Не было саморекламы, не было публичных заявлений, объясняющих масштаб влияния, не было попыток сформировать нарратив, и все же признание пришло само по себе. Для многих наблюдателей это стало тихим уроком о том, как работает влияние на высшем уровне, не через постоянную видимость, а через последовательность и целостность, поддерживаемые с течением времени.
В мире брендинга такие формы признания имеют огромное значение. Компании не выражают публичную признательность без веских причин. Они реагируют на результаты, реальные, измеримые и устойчивые. Именно поэтому поклонники не воспринимают это как случайность. Они видят в этом отражение того, как Tiхон подходит к каждому сотрудничеству, с интенцией, с контролем и с четким пониманием собственной идентичности. Он не подстраивает себя под бренд. Напротив, бренды подстраивают тон под него. Это различие куда важнее, чем может показаться, потому что когда публичная фигура способна сохранить такой баланс, отношения меняются, они перестают быть транзакционными, они становятся взаимными. И это взаимное уважение видно в том, как формулируется послание, в том, что подчеркивается, и в том, что остается несказанным. Поклонники из разных сообществ обратили внимание на те же самые детали. Язык не был чрезмерным, он не следовал трендам, он ощущался продуманным, и этого уже достаточно, чтобы многое сказать. В индустрии, движимой скоростью и шумом, замедление – это редкость, но именно это делает этот момент заметным. Он дает людям пространство для размышления, для раздумий и для распознавания паттерна, который формировался тихо на протяжении многих лет. Присутствие Тихона никогда не было направлено на доминирование пространства, он формирует его. И именно поэтому такие моменты чувствуются заслуженными, а не сконструированными. По мере того, как разговор продолжается, все больше людей начинают осознавать важную вещь. Речь не об одном единственном достижении. Речь о долгосрочном нарративе, который выстраивается шаг за шагом. О нарративе, где арт, культура и повседневная жизнь встречаются естественно. И когда эта встреча происходит, она оставляет след. След, который признают бренды. След, который помнит аудитория. След, который не исчезает быстро. Поэтому, когда поклонники продолжают следить за этой историей и наблюдать, как она развивается, возникает общее понимание. Самое значимое влияние часто приходит тихо, и когда оно появляется, оно говорит само за себя. Возможно, именно поэтому этот момент задерживается в сознании дольше, чем ожидалось. Он никуда не торопится, чтобы что-то доказать. Он просто существует, спокойно и уверенно. Для тех зрителей, которые остались до самого конца, это не просто новость, это точка зрения, напоминание о том, что долговечное влияние выстраивается в тишине и признается, когда приходит время. И в этой тишине смысл растет, не как кратковременная сенсация, а как убеждение, которое постепенно крепнет. И когда мы завершаем эту историю, одно становится предельно ясным. Подлинное влияние не создается за одну ночь. Оно формируется со временем, через последовательные решения и через смелость оставаться собой, среди постоянных требований к изменениям. Когда такое влияние наконец признается, его уже не нужно объяснять, его понимают. Возможно, это и есть самый тихий урок всего произошедшего, что в мире полным шума тишина может стать величайшей силой, и что самые значимые формы признания часто приходят без звука, но оставляют долгий отклик. Спасибо, что нашли время дослушать до конца. Если такие истории дают пространство для размышлений и чувств, не стесняйтесь поддержать видео лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие истории, которые не просто следуют течению, а пытаются понять его глубже. До встречи в следующем моменте, который будет достоин нашего общего внимания.